Всем привет! Вы смотрите Флагман Шоп и с вами рубрика F-новинки. И сегодня мы рассмотрим новые спиннинговые сумки от компании Флагман. Начнем мы, пожалуй, наш обзор с самой небольшой, самой компактной сумки. Ее можно носить как поясную, как нагрудную, как обычную сумку через плечо. Сейчас я вам все покажу. Как видите, здесь есть такой стандартный ремень через плечо с различными регулировками, с широкой неопреновой накладкой для удобства. Также здесь есть поясной ремень на защелке Fastex, благодаря которому сумку мы успешно и очень удобно можем закреплять у нас на поясе. Таким образом, сумка выглядит как обычная небольшая поясная сумочка. Однако для тех, кто занимается нахлыстовой рыбалкой, либо же любит рыбалку в заброд, наша поясная сумка очень легко превращается в нагрудную. Для этого наш поясной ремень мы расстегиваем и уменьшаем длину ремня, который висит у нас на шее. Подтягиваем его до такого уровня, чтобы сумка у нас на груди оставалась в нужном нам положении. И теперь наш поясной ремень мы также защелкиваем у себя на спине. Также здесь все регулируется для того, чтобы удобно закрепить, скажем так, сумку на теле. И вуаля, у нас в первую очередь все снасти теперь будут всегда под рукой, во вторую будут в целости, надежности, сохранности, и таким образом они не намокнут. Поэтому такая сумка очень хорошо подойдет для тех, кто любит ловить в заброд, будь то ловля форели, головля, как на спиннинг, так и нахлыстом. При необходимости наш поясной ремень можно спрятать внутрь сумки. Здесь для этого предусмотрены такие специальные карманы. Этот ремень сюда очень удобно у нас помещается, заправляется как с одной, так и с другой стороны. Затем мы увеличиваем длину нашего ремня, который сейчас у нас висит на шее. И таким образом эта сумка превращается в обычную небольшую компактную спиннинговую сумку, которую мы можем даже в город брать с собой. Конечно же, это рыболовные сумки, поэтому основное их назначение — это носить наши снасти на рыбалке. Очень удобная сумка, ее можно спрятать как за спину, так носить всегда сбоку. Сумка компактная, но при этом очень вместительная. Спереди на этой сумке есть один небольшой карманчик, куда можно положить какие-то расходники, упаковки с крючками, упаковки с приманками. На задней стенке такого кармана есть пара дополнительных карманов, сделанных из сетки. И основное отделение, конечно же, у нас уже гораздо больше. Как видите, здесь уже помещаются две достаточно больших коробки с приманками. Помимо этого есть карман из сетки, как на передней стенке этого большого основного отделения, так и на задней стенке есть также два отдельных карманчика. Помимо всего этого, снизу сумки есть также дополнительные различные крепления. Есть такие ремни, куда мы можем закрепить нашу верхнюю одежду. Есть также еще один интересный карман. Благодаря липучке мы можем увеличить его диаметр и также сюда что-нибудь положить, будь то баклажка с водой, либо же какие-то другие личные вещи. Также на передней стенке есть еще два маленьких кармана. Сюда, конечно, особо крупного ничего не влезет, но какие-то веревки, шнурки, упаковки с крючками войдут сюда на отлично. И есть еще петельки, чтобы закрепить здесь какой-нибудь ретривер, либо же другой инструмент. В итоге мы имеем, как видите, достаточно небольшую, компактную, но при этом очень функциональную и вместительную сумку, которая подойдет как для береговых рыбалок в городе, так называемых стритфишных, либо же где-то на диких водоемах. Также мы рассмотрели вариант, когда эту сумку можно использовать при забродной рыбалке. Все сумки из этой серии выполнены из современного износостойкого материала, который всегда сохранит ваши снасти в надежных руках. Следующая сумка у нас уже размером побольше. Здесь есть свои конструктивные особенности. Ее также можно использовать в различных вариантах. Здесь также мы видим есть ремень через плечо с удобной мягкой накладкой и поясной ремень. Когда мы его защелкиваем у себя на спине, таким образом мы можем использовать эту сумку как поясную. Осталось только подрегулировать длину всех ремней под себя, и можно очень успешно ходить с такой сумкой на береговых рыбалках.
Следующий вариант использования этой сумки – это в роли нагрудной сумки. Мы также убираем длину нашего ремня, который висит у нас на шее, и поднимаем сумку на нужную нам длину, для того, чтобы сумка всегда у нас была под рукой и при этом не мешала процессу рыбалки. Наш поясной ремень мы также удобно фиксируем у себя за спиной и регулируем длину ремня, подтягиваем под свои размеры, под размер своего тела. Таким образом, мы также эту сумку можем использовать во время забродной рыбалки, либо же для рыбалки нахлыстом. Эта сумка от предыдущей отличается уже большим размером, поэтому если вам нужно брать с собой больше снастей, эта сумка для вас отлично подойдет. Передний карман у нас имеет жесткую крышку. Открывается он у нас на двух молниях и откидывается, выполняя роль небольшого монтажного столика. В этом кармане мы также можем разместить какие-то свои снасти, например, небольшой кошелек для блесен. Также здесь есть специальная планка. Для нахлыстовиков ее можно использовать как сушилку для мух, а для спиннингистов как планку, куда мы закрепляем наши самые популярные приманки, которые мы постоянно меняем на рыбалке. Также на стенке этого карманчика есть дополнительный карман, выполненный из сетки. Карман очень жесткий, поэтому сюда очень удобно прятать, хранить свои какие-то хрупкие вещи. Даже при падении все останется у вас в целости и сохранности. Сразу покажу, что спереди есть два ретривера с карабинами, куда мы можем закрепить дополнительный инструмент. Кусачки, карцанг, либо же что-то еще. По бокам сумки у нас есть два таких кармана из сетки. В первую очередь они рассчитаны для воды. В такой карман влазит у нас пол-литровая бутылка с водой. Они также регулируются по объему, поэтому сюда можно положить и другие свои личные вещи. Снизу сумки есть также специальные ремни для закрепления какой-то верхней одежды. Если же вы берете с собой на рыбалку ветровку, потом вдруг стало жарко, очень удобно ее снять и закрепить снизу сумки благодаря этим специальным продуманным ремешкам. Основное отделение нашей сумки достаточно объемное и вместительное. Сюда можно положить катушку и также несколько достаточно уже крупных коробок с приманками. Также на каждой стенке нашего основного отделения есть много дополнительных карманов, выполненных из сетки. Поэтому для того, чтобы у вас здесь не было бардака и все не валялось вперемешку, в каждый карман мы можем что-то положить отдельно. В один карман крючки, во второй карман флюрокарбон, в третий застежки и тому подобное. На задней стенке есть также большой карман на молнии. Для тех, кто не хочет использовать эту сумку как нагрудную или как поясную, есть отличный вариант использовать ее как простую сумку через плечо. Наш поясной ремень здесь также очень легко заправляется, предусмотренные для этого карманы. Все здесь надежно прячется, убирается. И у нас остается всего лишь один ремешок. Поэтому такую сумку очень удобно можно носить уже как вам захочется. Либо же прятать ее на спину, носить сбоку. При этом сумка всегда будет под рукой. И все снасти надежно будут здесь спрятаны. Также при необходимости есть возможность отстегнуть и наш плечевой ремень, крепление которого также очень удобно прячутся в специальные сделанные для этого карманчики. Вот такая получилась у нас еще одна спиннинговая сумка. По размеру она уже достаточно объемная, поэтому сюда влезет много снастей. Как коробки с приманками, так катушка. Сюда мы можем закрепить там бутылку с водой, разместить одежду. При этом есть удобные крепления для инструментов, жесткий и удобный карман и тому подобное. И следующая сумка у нас уже будет самая большая, самая объемная. Точнее, это уже такой спиннинговый рюкзак, который крепится у нас на одной лямке, удобно сидит за спиной, при этом в любой нужный момент мы можем перевернуть его к себе и достать из него нужные нам снасти. На этом рюкзаке мы видим есть несколько отделений. Здесь также спереди есть такой твердый жесткий карман на двух молниях, который также у нас расстегивается, откидывается и выполняет роль монтажного столика. Поэтому на рыбалке мы здесь удобно можем
произвести смену приманки. Здесь также в комплекте есть специальная планка, которую мы используем как сушилку для мух или просто планку для приманок. На задней стенке нашего переднего кармана есть дополнительный карман, выполненный из сетки. Следующий карман у нас уже будет средний, он уже достаточно вместительный, и помимо основного отделения на каждой его стенке также есть дополнительные кармашки из сетки. И следующее отделение у нас уже будет самое объемное и самое большое. Сюда у нас влазит уже несколько достаточно больших коробок с приманками. То есть, как видите, даже 3 таких коробки сюда помещаются достаточно легко. Помимо коробок с приманками, сюда мы можем положить другие какие-то личные вещи, одежду, снасти и тому подобное. Также снаружи нашего рюкзака для различной мелочевки и для быстрого к ней доступа есть еще 2 дополнительных кармана. Один кармашек из сетки небольшого размера и второй карман чуть-чуть побольше. Он у нас входит внутрь, чуть-чуть объемнее. Сюда можно положить какие-то документы, деньги, кошелек, телефон и тому подобное. А с другой стороны нашего рюкзака есть специальные стяжки, которые можно использовать как крепление для компактного travel-удилища, например, либо же как стяжки для крепления одежды. В целом такой рюкзак получился очень удобным и очень вместительным. Как вы видели, сюда влазит очень много больших коробок с приманками, сюда также поместится обед и какая-то небольшая одежда. Поэтому, кто любит длительные береговые рыбалки, этот рюкзак для вас отлично подойдет. Вот такие у нас новые спиннинговые сумки и рюкзак от компании Flagman. Кого заинтересует данный товар, ссылка на интернет-магазин. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами был Павел, Flagman Shop. Всем пока, до встречи на воде.